Приветствую всех на канале «Все получается вкусно» и с вами Галина. Предлагаю приготовить вкуснейший пирог. Это ягодная галета с творожной прослойкой, с ягодами и вкуснейшим тонким тестом. В миску насыпаю 200 грамм просеянной муки, щепотку соли и теперь натираем 80 грамм замороженного сливочного масла. Затем масло растираю рукой в крошку. Кладу 1 столовую ложку сверху сахарной пудры и 1 яйцо. Все перемешиваю, добавляю немного ванилина и вливаю 300 мл холодной воды. В конце добавляю чайную ложку разрыхлителя и собираю тесто в комок. Долго месить не нужно, просто собрать в комок. Кладу в пакет и отправляю в холодильник минимум на час. Но чем дольше полежит, тем легче вам будет с ним работать. Готовлю творожную прослойку. 180 грамм творога, 1 столовая ложка сверху сахара и 1 белок. Желток я оставлю для того, чтобы сверху промазать пирог. Добавляю немного ванилина и теперь все хорошо растираю ложкой. А пока подготовлю ягоды. Беру всех ягод по 100 грамм. Это вишня, ежевика, черника и клубника. Ягоды перемешиваю и оставляю, чтобы стек лишний сок. Тесто я немножко припылила мукой, чтобы она хорошо раскатывалась на пекарской бумаге. И раскатываю по форме противня. Вот в такой круг. И теперь в середину насыпаю ложку кукурузного крахмала, чтобы он собирал лишнюю жидкость. Ложкой распределяю его так, чтобы не доходило до краев 2-3 сантиметра. И затем выкладываю творожную прослойку. Размазываю его поверх крахмала. Кстати, творог тоже у меня влажноватый. Крахмал соберет всю лишнюю жидкость и не даст начинке вытечь. И теперь сверху творога укладываю ягоды, равномерно распределяя по всему творогу. Затем в миске смешиваю 2 столовые ложки сахарной пудры и 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Все перемешиваю и насыпаю поверх ягод. И теперь осталось подогнуть края в произвольной форме. Можно защипывать, можно накладывать поверх друг друга. Пока укладывала, тесто уже немного согрелось, поэтому хорошо охлаждайте. Если у вас так будет прилипать, то можно помочь себе скребком. Вот таким образом. Затем хорошо смазываю яичным желтком и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40-50 минут. И вот такая красивая ягодная галета получилась. И теперь нужно обязательно дать пирогу остыть, и тогда можно пробовать. Пирог у меня остыл, нарезаю его и сейчас покажу вам, какой он внутри. Посмотрите, какое тонкое тесто и сколько много ягод. Красота! И посмотрите, какой он нежный. Ой, сейчас я попробую. Боже мой, какая же это вкуснотища! Тесто бесподобно, попробуйте обязательно. А сколько вкусных ароматных ягод! Мама дорогая, как это вкусно! Кому не сладко, то сверху можно посыпать сахарной пудрой. И вот такая красивая и вкусная галета получилась. Буду готовить все лето. Но если понравился мой рецепт, не забудьте подписаться и поделиться этим видео со своими друзьями. Всего вам доброго, мир вашему дому, удачи на кухне, до новых вкусных встреч. Пока-пока!